Всем привет. Я сижу в уютном кресле, а это означает только одно. У меня, как и у вас... Я напомню, что в этой рубрике мы рассказываем, как наш мозг вставляет палки нам в колеса. И сегодня очень важный выпуск, ведь, как по мне, знать это должен совершенно каждый, чтобы не совершать ужасных ошибок, которые могут привести без прикрас к страшным последствиям. Фильмы научили нас, что все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. А личный опыт говорит нам, что все, что появилось в интернете, остается там навсегда. Не правда ли? Эта фотография была сделана в 2002 году в рамках проекта California Coastal Records. И она теперь широко известна как изображение 3850. В чем суть? Этот проект очень важный. Фотограф пролетает на вертолете недалеко от берега и делает очень много снимков, чтобы все могли увидеть, как меняется побережье, как люди загрязняют его, захламляют домами и так далее. То есть не фотографировал что-то конкретное, он снимал вообще все и выгружал на сайт. И никому даже в голову не пришло, что в кадр случайно попал дом безумно известной, особенно на тот момент, женщины Барбары Стрейзанд. Ты знаешь, кто я такая? Нет? Я уверена, что знаешь. Певица, актриса, филантроп, борец за права, в том числе и за свои права, разумеется, поэтому подала в суд на этого фотографа. Она потребовала удаления снимков из сети и на закуску $50 миллионов за нарушение конфиденциальности. Подумаешь. Только фотограф не был папарацци. Я надеюсь, он вообще знал, кто она такая. Ведь когда он делал 12 тысяч снимков, вряд ли он задумывался о том, чей же это очередной мега-особняк стоит. Как она нашла эти фото, остается загадкой. Ведь за все время изображение 3850 было скачано всего 6 раз. 2 из которых было сделано ее адвокатами. То есть всем плевать было на это фото и на то, чей это дом. Но механизм уже запущен. И из-за суда всю эту историю придали огласке. Об этом начали писать газеты. И что же вы думаете? За месяц фотографию скачали около 400 тысяч раз. И начали перезаливать на другие ресурсы. Началось информационное месиво. Все вокруг узнали, что это дом Стрейзанд. А суд отклонил иск и заставил ее возместить судебные издержки в размере $150 тысяч. Супер кринж! Она пыталась скрыть информацию, но вместо этого информация стала доступна всему миру. Самое смешное, что Барбара Стрейзанд известный филантроп. Она переводила много миллионов долларов организациям, которые работают над сохранением окружающей среды. Но, если твой дом случайно попал в объектив, то сразу суд. Видите тут противоречие? И она не видит. А оно есть. Вы, конечно, спасайте там свою землю, но чтоб ноги вашей не было около моего дома. Падлы! Через несколько лет на одном из форумов, где обсуждали похожий парадокс, это назвали эффект Стрейзанд. И да, вы наверняка о нем слышали. Да, все слышали. Тогда почему вы все еще его не замечаете? Я постараюсь разложить все по полочкам. Сегодня будет много примеров, потому что я хочу, чтобы вы их проецировали на ситуации, которые происходят вокруг нас. Эту не очень удачную фотографию певицы Бейонсе во время выступления знает весь мир, только из-за того, что пиарщица Бейонсе захотела, чтобы некоторые фото удалили из интернета и выложили более удачные. Удалили из интернета! Черт возьми, хорошо звучит, но в ответ на такую дерзость люди сделали из этого один из самых узнаваемых мемов того года. Мемом стал и вокалист Guns N' Roses, который пополнел, так сказать. Ну, все такие, ха-ха, да и забыли, ведь а что тут такого? И тут ему стукнуло в голову спустя 5 лет потребовать убрать снимки из интернета. И вот итог поисковых запросов. Рок-н-ролл вышел из чата. Мораль тут проста. Да, цензура снижает шансы увидеть картинку, но при этом служит мотивирующим сигналом для ее поиска. Даже исследование, модулирующее такую ситуацию, показывает, что так называемая звезда хочет подвергнуть цензуре даже не очень значимую вещь, совершенно не отдавая себе отчет в том, что это может привести к огромнейшему резонансу. Если, допустим, какой-нибудь известный человек из моих роликов наткнется на них и заблокирует, это вызовет еще больший резонанс. Он должен это понимать. Это бессмысленно и всегда приводит к одному результату. Полное удаление информации в данный момент невозможно из-за бесконтрольного дублирования. Это просто нельзя отследить. Так что Барбара Стрейзанд, как и другие певицы, рэперы, блогеры, политики, которые хотят что-то удалить, делают обратный эффект. Ты что, меня снимаешь? Я на тебя уже в суд подала.
Я Барбара Стрейзенд, сучки. Но ограничения сюда тоже входят. За мемы с президентом предусмотрено наказание? Окей, об этом узнают в других странах, и мемов становится намного больше. Запрет на показ кинофильма приводит к пиратству и просмотру других запрещенных картин и к тому, что об этом фильме узнает больше людей. А запрет какого-то продукта приводит к черному рынку. Когда демоверсию игры Silent Hills удалили из сети, она превратилась в священный грааль, и консоли с ней продавали за $1000. Это же касается утечек, сливов пикантных фотографий или хоум-видео. Люди, которые пытаются это удалить, просто не понимают, как работает распространение информации. Только вот не все сливы были сделаны случайно. Видите ли, это хорошая пиар-акция, и делают ее те, кто шарит за эффект. Но люди, разумеется, на это ведутся, пока рейтинг звезд постепенно растет. Удаление комментариев тоже противопоказано. В психологии это называют реактивное сопротивление. По сути, стремление восстановить чувство свободы. Если кто-то увидит, что его комментарий удалили, он об этом напишет, что вызовет внимание к ситуации. Людям нравится узнавать то, что скрыто, ведь они думают, что скрыто это не просто так. Представьте, что информация — это мифическая гидра. Отрежешь одну голову, а вырастет две. Тут нет какой-то сверхидеи. Просто в такой момент выключается рациональное мышление. Человек просто забывает о последствиях и изменяет важный пост, который уже заскринили тысячи, да? Ему за это предъявят. Он хочет убрать из интернета фотографию или арт, что приводит к тому, что из этого делают инфоповод. Кто-то пытается запретить ресурс, что приводит к тому, что только ради этого люди скачивают программу, которые помогут обойти блокировку. Более того, теперь есть доступ и к другим заблокированным ресурсам. Сплошной провал. Эффект Стрейзенд нас окружает, и избежать его можно только если ты никак не связан с информацией и ее распространением. Ну или мыслить более рационально. В этом суть ролика. Смотрите. Уильям Хёрст был очень известным медиамагнатом. Под его контролем были многие газеты. И однажды на экраны выходит фильм «Гражданин Кейн», где у героя был нелестный собирательный образ, часть которого срисовали как раз с Хёрста. Тот взбесился и решил сделать все, чтобы фильм провалился. Обычный человек начнет везде запрещать фильм, судиться, а Хёрст прекрасно понимал, как все это работает, поэтому он заставил газеты вообще не говорить о фильме. Да, фильм все равно со временем стал культовым, но в то время это сильно ударило по сборам и популярности картины. И вот мы дошли до того, что во всем этом виноваты по сути СМИ. Но сейчас каждый из нас СМИ. И если кто-то что-то скроет, это заметят и начнется сарафанное радио. Поэтому, чтобы избежать эффекта Стрейзенд, нужен подход к проблеме, оценка ситуации, примеры и рациональное мышление. Но не только сокрытие и ограничение информации нас сегодня интересует. Уже знакомый нам социолог Роберт Мертон популяризировал такое понятие, как закон непредвиденных последствий. Это как раз то, о чем мы сейчас говорили. Ты хочешь что-то сделать, а выходит наоборот. Мертон назвал причины такого исхода, и самое интересное из них, когда человек настолько хочет добиться своего, что тупо игнорирует любые непредвиденные последствия. Я бы это назвал менее научно. Пелена перед глазами. В 1958 году Китай воевал с воробьями, потому что они хавают зерно, много зерна, которым можно прокормить миллионы людей. Кампания была колоссальная, очень многие принимали участие в убийстве воробьев. Кстати, очень жестоким образом. Тупо не давали им приземлиться, те просто падали на землю и их добивали. И тут неожиданные повороты. Насекомые-вредители потеряли хищника в лице воробья и начали жрать все, что можно. Потери сложно описать. Сюда часто вписывают то, что называется эффектом кобры. Есть байка, что очень давно, когда в Индии хотели истребить кобр, то платили за их головы, так сказать. Ну, люди смекнули, что платят, поэтому начали их разводить, чтобы было что сдавать. В итоге платить перестали, а кобр отпустили, и их стало больше. Кто ожидал? Да никто не ожидал. А во Вьетнаме на самом деле была великая резня крыс. Правительство платило за их убийство. Люди должны были приносить их хвосты в доказательство. Только вот они просто отрубали им хвосты, чтобы крысы размножались, и поставляли больше хвостов. Мамкины бизнесмены. Получается, можно заселить крыс в дома и потом ловить их за деньги. Кажется, я придумал бизнес. У людей был искренний страх, что все будет плохо, если ничего не сделать. А по итогу своими действиями делали еще хуже. Вспоминаем прошлый ролик про самоисполняющееся пророчество. Чтобы лучше понимать, представьте, что наша жизнь — это компьютерная игра, в которой надо делать выбор.
Вы анализируете некоторые факторы, а возможно просто интуитивно выбираете, не зная, к чему это приведет в конце. Обычно к сюжетному твисту. В жизни происходит так же. Да, соседи жаловались на шум. У вас тут все нормально? Да, все отлично. А у вас как? Работаем. А что там за дверью? Можно посмотреть? Нет, я вас сюда не пущу. Уйдите с дороги. Так что в следующий раз, перед тем, как попытаться скрыть от родителей плохую оценку, подумайте, а не хуже ли будут последствия от самого факта сокрытия? Не подумают ли они, что вы и раньше скрывали? Не начнут ли проверять все остальное и перестанут вам доверять? Ведь все начинается с мелочей. И так нужно думать совершенно во всех жизненных ситуациях. Мне бы эти мысли на самом деле очень помогли раньше. Проблема в том, что нам нужно здесь и сейчас. На нас влияет злость или радость. Мы переоцениваем свои возможности, перестаем рационально мыслить, и это приводит к проблемам. Ага, многим это очевидно. Ну, они так думают, но почему-то все равно совершают эту ошибку. Я этот эффект вижу вокруг себя каждый день. Теперь мне смешно от сливов, потому что я понимаю, зачем они были сделаны. Смешно от того, что хотят запретить какой-то сайт или фильм. Это просто глупо, чуваки. Вы всегда наступаете на те же самые грабли, на которые наступали все во все времена. И от этих граблей на лбу уже нет живого места, одна огромная гематома. Вы только делаете бесплатную рекламу. Да люди могли и не знать об объекте вашей цензуры, но теперь узнают точно. Я что пытаюсь сказать? Мы живем в сложном мире и, вмешиваясь в сложную систему, понятия не имеем, какие могут быть последствия, потому что все учесть невозможно. Справедливости ради стоит заметить, что это не всегда вызывает беды. В некоторых случаях цензура достаточно успешна. Главное, как я уже сказал, найти подход. Надеюсь, я нашел подход к вашему сердечку, и вы поняли весь мой посыл. Всегда проверяйте 2 раза, а лучше 50, ведь совершенно каждое наше действие ведет так или иначе к непредвиденным последствиям. Зато теперь ты знаешь, как минимизировать риск. Или не знаешь. Вспомнишь ли ты в следующей ситуации этот ролик? Может, выберешь бездействие и пустишь все на самотек? Я не уверен. Всегда помни, что бездействие – это тоже действие, и ты никогда не знаешь, к чему это тебя приведет. Глубоко. Как Марианская впадина. Взвешивай все за и против, не ведись на сливы и рассказы о том, что есть отличный простой выход из сложной ситуации. А то будет вот так. Вы говорите, что нашли это у себя на участке. Можете рассказать подробнее? Да, случайно, в грядке валялась. Ходили слухи, что тут раньше была какая-то лаборатория. Может, оттуда? Угу. Там должны быть тогда какие-нибудь маркировки. Можно посмотреть? Ой. Эту запись никто не должен увидеть. Но, разумеется, все пошло не по плану. А записи узнали, и началась паника. Примерно так и начался сюжет мобильной игры Last Day on Earth. Мою любовь к зомби-тематике сложно не заметить, поэтому вдвойне приятно рассказать о таком проекте. Представьте, крутая мобильная survival-игра с открытым миром, зомбаками, транспортом, крафтом и так далее. Делай, что хочешь вообще. Регулярные ивенты и квесты. И вот буквально недавно появился мультиплеер. В нем вообще можно защищать локации с друзьями и торговать. Так что пиши своему отряду и хреначьте зомбаков вместе.
Проект круто выглядит, да? А теперь самое интересное. Ее сделали ребята из студии Кефир. Да, талантливые ребята со всей России и ближних стран объединились и сделали эту годноту. Это, как минимум, неожиданно. А если хочешь улучшить игру, да без Б, у ребят есть офисы в Волгограде, Питере и Москве. К тому же они набирают сотрудников работать удаленно. Так что ссылка в описании будет и на игру, и на сайт разработчика. Не упусти шанс. Спасибо за просмотр. Давно хотел рассказать про эффект Стрейзанд, ведь видосов на эту тему совсем мало. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мог делать выводы только исходя из успешных случаев, игнорируя другие. Но об этом в другой раз. Ссылки по теме и куча других примеров этого эффекта я оставлю в описании. А потом удалю их. Интересно, они будут искать их в таком случае? Я слежу за вами.